Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о знаках зодиака, которые не могут держать слово. Кто же эти знаки зодиака и насколько нужно быть с ними осторожными, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк обязательно этому видео и поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Итак, кто же эти знаки зодиака, которые не умеют держать слово, и с ними действительно нужно быть осторожными, потому что в самый неподходящий момент вы узнаете о себе много нового или о ком-то другом. Вы знаете, доверие к человеку, который разбрасывается пустыми обещаниями, постепенно теряется. Раз потерпеть можно, два можно, но причина становится уважительной. И потом общение с этим человеком становится более напряженным, а данное им слово, к сожалению, ничего уже не стоит. Итак, разбираемся, друзья, кто из знаков зодиака грешит тем, что не умеет выполнять обещания и не умеет держать свое слово. Первый знак зодиака – это Стрелец. Вы знаете, стрельцы сами по себе – это такие люди, которые по своей натуре достаточно добрые, отзывчивые. Если кто-то нуждается в помощи, они искренне согласятся ее предоставить и будут бить себя кулаком в грудь, твердя о собственной ответственности, что на них можно положиться, что они молодцы. А потом наступит момент, и они просто благополучно забудут о том, что они еще минут 10 назад говорили. И стрелец, к сожалению, часто не рассчитывает на свои те собственные силы и берет на себя столько различных задач, что попросту ничего не успевает в своей жизни. Вы знаете, ему бы и свою собственную шкуру от дедлайнов спасти, какие ж тут могут быть и обещания другим людям. И если огненный знак сердечно пообещал исправиться в следующий раз и забыл и об этом тоже, удивляться здесь нечему. Потому что стрелец наверняка сейчас где-то бегает, весь такой занятой и сосредоточенный. Но будьте уверены, просто у стрельца нашлись куда более важные дела. Поэтому, если в вашем окружении есть люди со знаком зодиака Стрелец, особенно это ваши коллеги по работе, проверьте 100 тысяч раз перед тем, как доверить какое-то важное и крупное дело, чтобы не получилось так, что в самый важный момент, когда решается какое-то подписание какого-то контракта, договора или подписывается какой-то проект, его или нет, или он заболел, или у него еще какие-то проблемы. Поэтому будьте осторожны именно со знаком зодиака Стрелец. Следующий знак зодиака, который не умеет держать слово, это знак зодиака Близнецы. Близнецы изо всех пытаются сил быть всегда честными с людьми. Сказали – сделали, пообещали прийти – пришли. Вот только получается у них все, к сожалению, с точностью до наоборот. Отчего воздушный знак, надо сказать, до ужаса сам расстраивается. Близнецы, это те люди, они такие, знаете, сами по себе они не злые. Не держат слова они специально. Зато близнецы невероятно неорганизованные и не особо хорошо умеют планировать собственное время. Близнецы – это вообще воздушный знак зодиака, и он вполне может назначить две встречи на одно и то же время и вспомнить об этом, получив раздраженный звонок от второго человека. Близнецы при этом будут краснеть, извиняться, но где-то в глубине души оба собеседника понимают, что близнецы вряд ли исправятся. Ну уж такова их рассеянная природа, в которой, возможно, даже есть что-то романтичное. Поэтому близнецам перед тем, как доверять что-то важное, обязательно 10 раз проверьте, потому что близнецы достаточно интересные люди.
Они лидеры в какой-то степени, они умеют говорить, они умеют мотивировать людей. Но есть у них вот это вот маленький минус. Они не умеют держать свое слово, они не умеют отвечать за свои слова. Хоть вы им предоставите все возможности, дадите и ручку с блокнотом, и самый дорогой телефон для того, чтобы они записали, когда, какой по плану встречи, разговор, общение и так далее. Но, к сожалению, в самый неподходящий момент они просто забудут. Но, к сожалению, они такие. Хотя близнецы достаточно очень хорошие руководители, топ-менеджеры и вообще просто хорошие люди. Но вот эта их двойственность все-таки им мешает реализовать себя в полной мере. Следующий знак зодиака, который также не умеет держать слово, это знак зодиака Водолей. Водолей не очень-то заботятся о благополучии других людей, за исключением самых близких людей. А потому обещания раздают то направо, то налево, лишь бы все отстали. На первое время от водолеев действительно отстают, но потом воздушный знак его застают врасплох, когда нужно получить обещанное от них. И водолею проще сделать вид, что его хата с краю, а он сам ничего не знает, чем придумывать глупые оправдания. А еще проще дать новое обещание, которое он, конечно же, выполнять не будет. Но если на воздушный знак в лице водолея надавить и потребовать ускориться, то о данном слове вы и вовсе можете забыть. Командование Водолей на дух не переносит, а потому не будет делать ничего просто так. Ну вот из принципа, вот такие вот они водолеи. Друзья, теперь вы знаете о знаках зодиака чуть больше, теперь вы знаете, что если есть в вашем окружении на работе такие люди, и у вас ответственный пост, то, пожалуйста, обращайте на это внимание.